Хорошие пылесосы как вино. С каждым годом становятся лучше. Вот, например, Dreamy L10 Prime. Вышел в июле 2023 и за прошедшие 1,5 года стал еще актуальнее, потому что с обновлением прошивки добавили новые функции. Теперь Prime промывает вдоль стены, вращая корпусом, как это делают старшие модели 10 серии. Промывание салфеток и холодная сушка на станции, показ ковров на карте и настройки для каждой комнаты, лифт на ковре и качественная сухая уборка резиновым валиком. Серьезных конкурентов в категории до 40 тысяч у робота просто нет. Остается разобраться, как обстоят дела с навигацией и провести тесты на разные типы уборки, чем мы и займемся в фирменном обзоре Best Robot. Весь комплект приезжает в одной большой коробке. Вот что находится внутри. Робот-пылесос, чертовски стильный, с контрастным сочетанием белого и черного. Док-станция с большой лапой. Шнур питания с ремешком и евровилкой. Торцевая щетка, которую нужно установить на робота. Диски с установленными салфетками. Книжечка-инструкция на разных языках. Гарантийное обязательство. Оно тоже на русском. Руководство по быстрому запуску на английском, зато с картинками. Комплектация стандартная. На полгода всего хватит, а потом можно будет докупить расходники на маркетплейсах. Характеристики робота стандартные как для Dreamy среднего класса. Станция компактная, без мешка. Все вместе можно найти до 40 тысяч рублей. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Дважды в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. У пылесоса привычный дизайн типа кругляш с командирской башенкой. Визуально ничем не отличается от Dreamy L10 Ultra. Корпус белый, практичный, пыль незаметна. Лидар с датчиком давления, чтобы не застревать под кроватью. Перед ним кнопки быстрого запуска и возврата на базу. Пылесос приехал с AliExpress, поэтому из коробки говорит на английском. Но язык уведомлений можно изменить в приложении, потом покажу. Под капотом находим QR-код, индикатор Wi-Fi и кнопку перезагрузки. Птички нет, зато есть пылесборник объемом 450 мл. Фильтрация двойная, сетка и HEPA-фильтр, который можно мыть под краном. Задняя стенка полностью открывается, чтобы можно было выбросить мусор. Во впускном отверстии шторка. На пол ничего выпадать не будет. Впереди подпружиненный бампер с большим прямоугольным окном. Но не обольщайтесь, ни камеры, ни 3D-датчика в нем нет. Здесь мы имеем дело с простой LDS-навигацией, но хотя бы боковой датчик есть. Робот должен аккуратно проходить вдоль плинтуса. Обратите внимание, что на задней панели нет отверстия для заполнения встроенного бачка. Это связано с тем, что встроенного бачка у этой модели нет, увы. Как это повлияет на качество влажной уборки, узнаем в ходе теста. А пока перевернем робота пузиком вверх и посмотрим, что там у него. Большие колеса и поворотный ролик. 4 датчика падения. Лестниц робот не боится. Обычная трехлучевая щетка. Устанавливается на фиксатор. Рабочий блок плавающий. Адаптируется к рельефу пола. Рамка со шторками, которая концентрирует воздушный поток под валиком. Он стандартный, с поролоновым наполнителем и съемными торцами. Рядом с поворотным роликом притаился датчик обнаружения ковра. Он нужен для того, чтобы вовремя поднимать швабры. Салфетки мелковорсные, в отличие от колбасных тряпочек Роборока. Диски обычной конструкции с липучками и магнитными креплениями. Теперь рассмотрим станцию. Она L-образная с длинным пандусом. Система классическая. Робот паркуется в док, станция набирает воду в поддон, салфетки вращаются и избавляются от грязи за счет трения о пупырчатой крестовины, а затем грязная жидкость отправляется в отдельный бачок. Поддон вынимается для удобства обслуживания, это плюс. На задней панели имеется решетка, через которую станция затягивает воздух и обдувает им салфетки во время сушки. Еще есть кабель-канал с выходом вправо, но излишки шнура смотать некуда, разве что сложить и закрепить ремешком. Под крышкой помещаются резервуары для чистой и грязной воды, по 2,7 литра каждый. Белый – для чистой воды с маленьким поплавком, черный – для грязной воды с большим конкретным поплавком. Из интересного, в отсеке для резервуаров вы можете обнаружить отверстия под заглушкой, но они не должны вводить в заблуждение. К водопроводу L10 Prime подключить нельзя.
То же самое разъем с картриджем для моющего средства. Посадочное место есть, но вставлять туда картридж смысла нет. Отсутствие мешка для мусора пошло станции на пользу. Она сравнительно компактная, высота всего 44 сантиметра. В целом, к сборке и конструкции Dreamy L10 Prime претензий нет. Просто, надежно, эстетично. Пока все нравится. Теперь заглянем в приложение Dreamy Home. Сканируем QR-код под крышкой, вводим параметры сети 2,4 ГГц, зажимаем кнопки на корпусе и следуем подсказкам на экране. Подключение простое, заняло 2 минуты. Теперь можно быстро построить карту и проверить функциональные возможности. Вывожу их списком на экран. Можете изучить в стоп-кадре. Порадовала персонализация уборки. Можно настроить силу всасывания, интенсивность смачивания и количество проходов для каждой комнаты, а также установить последовательность работы. Сначала спальня, потом коридор, кухня и так далее. Особый интерес представляют настройки самоочистки. Можно менять расход воды на одно полоскание. Потом проверим экспериментальным путем, чем различаются показанные 3 режима. Частота полоскания варьируется от 5 до 15 квадратов, либо после каждой зоны, максимально удобно. Настройки продолжительности сушки стандартные, от 2 до 4 часов. Для ковров предусмотрели разные алгоритмы. Робот может поднимать салфетки или просто объезжать ковры, а также автоматически повышать мощность. Кстати, ковры-пылесос показывает на карте. Не зря внизу установили датчик обнаружения. Но самое крутое. В приложении добавили обход кромок. Теперь робот крутит кормой, промывая пристенные зоны, прямо как старшие модели L10 и L10s Ultra. В разделе «Предпочтения» можно настроить плотность зигзагов во время влажной уборки. Во время глубокой влажной уборки L10 Prime будет наполовину перекрывать обработанную полосу пола, то есть, по сути, проходить каждый участок дважды. Чем отличаются эти режимы, хорошо видно на скриншотах уборки в комнате. Еще есть функция очистки станции. Нажимаем кнопку, робот выезжает из базы, а станция набирает в поддон воду. Можно поработать тряпкой, а затем станция соберет грязную воду. Приложение полностью русифицировано, включая голосовые уведомления и дружбу с Алисой от Яндекса. С функциональностью у этой модели полный порядок. Переходим к полевым испытаниям. После запуска пылесос проходит вдоль стен, аккуратно объезжая шторы и строго отмеряя расстояние до стены. Боковой датчик работает четко. Затем подопытный приступает к уборке змейкой. Сушилку заметил, обстучал ножки и переехал через трубки. Возится долго, как и другие роботы с лидаром, но застреваний не было. В темные ножки стола ударяется при первом знакомстве. В дальнейшем обходится с ними деликатно. С темным ковром проблем не возникло. Свободно прошел по нему зигзагами, поднял салфетки, отметил на карте прямоугольником. Датчики поверхности работают. Со стола пылесос не падает, лестниц не боится. Проходимость порогов хорошая. Что 15, что 20 мм перескакивает с установленными салфетками. В квартире пылесос откатал безупречно. В установленной последовательности, без пропусков и повторных проходов. Уверенные четкие линии. Не пылесос, а художник с тряпочками. В режиме максимальной мощности батареи хватило на 86 минут, за которые Prime пропылесосил 95 квадратов. Ну а если у вас самый дорогой дом на Рублевке, ничего страшного, робот уберет его с промежуточной подзарядкой. Уровень шума у этой модели чуть ниже стандартного. 53 дБ в тихом режиме. И до 70 дБ на максималках. Хорошие показатели для пылесоса первого поколения. Мощность проверяем щелевым тестом. Пылесос пару раз откатал по стенду, и вот какие результаты показал. 2 мм вычистил короткими и длинными полосками. Точечно вытянул 4 мм. И на этом все. Остальные щели остались нетронутыми. С учетом заявленных 4000 паскаль, я ожидал немного большего. Фактическая мощность Dreamy L10 Prime ниже средней. Но собирать мусор на ламинате это не мешает. Большую часть наполнителя, крупы и крошек он подобрал с первого прохода. Со второй попытки убрал хвосты, и в итоге загон выглядит совершенно чистым. Обратите внимание, насколько качественно он убрал вдоль стены. Не видно ни одной соринки. Из углов выметает на среднем уровне. 3-сантиметровая зона остается нетронутой. Несмотря на отсутствие щетинистой щетки, песок затягивает хорошо. Даже стыки сравнительно чистые. Вот что удалось собрать после робота влажной тряпкой. Песка совсем немного. Отличный результат. Ковролин почистил так же хорошо, как ламинат.
По центру ни крошки, только вдоль стен осталось многовато соринок. Так бывает у роботов с мягкой торцевушкой. Единственное покрытие, на котором Прайму действительно не хватило мощности, это мохнатый ковер. С поверхности вроде бы все собрал. Кажется, что мусор остается только на периферии. Но в глубине ворса застряли крупные соринки, не говоря уже о крошках и песке. В целом, качество сухой уборки у Dreamy L10 Prime высокое. Гладкий пол и тонкие ковры чистит на топовом уровне. После тестов немного волос намоталось на валик и у торцов. Снять их можно секунд за 10, но если вообще не хотите с этим возиться, можете поставить вместо валика щетку-ножницы, о которой я часто говорю в телеграм-канале. Но ключевая функция L10 Prime – влажная уборка. Посмотрим, как пылесос справляется без встроенного бачка. Выехав с базы, робот сразу же начал вытирать кофейные пятна. С поставленной задачей справился с первого прохода. Обратите внимание, что у стены робот вращает кормой, промывая вплотную к плинтусу. Недомытыми остаются 23 мм, и это хороший результат. К примеру, у Dibot T30 Pro Omni с выдвижным мопиком непромытая зона лишь на сантиметром меньше. В углах не промывает 7 см, лучше, чем большинство аналогов. С пятнами сока та же история. Покрутился у бортиков, сделал змейку и с одного прохода все отмыл, не считая небольшой погрешности в правой части стенда. Переходим к более сложному испытанию – грязь. Первый проход. Пылесос собирает комки земли, остальное круговыми узорами размывает по поверхности. Салфетки забились грязью, махры даже слиплись по краям. Проводим промежуточную самоочистку и снова запускаем уборку. Второй проход. Робот вытирает грязь. Стенд уже выглядит практически чистым, остается только коричневый налет. После промежуточной самоочистки третий проход. Подопытный начисто вымывает пространство перед станцией. По бокам и в непосредственной близости от нее остаются кусочки земли. Но это нормально с учетом ограниченной маневренности. Самое сложное – присохший кетчуп. На первом проходе робот подточил края и сделал проплешины в большом морковном пятне. Со второго прохода убрал рельеф, размазал края и начал оставлять круговые разводы. С третьего оттер большую часть загрязнений, но на отдельных участках слой кетчупа оказался толще, чем на остальных. С четвертой попытки местами натер до бела, а местами по-прежнему соусные острова. Чтобы довести результат до идеала, потребуется еще несколько проходов с промежуточной самоочисткой. Похоже, это единственный тип загрязнения, для борьбы с которым роботу не хватает смачивания. Опытным путем было установлено, что выезжая со станции пылесос везет на салфетках 30 мл воды. При этом он не может постоянно добавлять по 3 мл на квадратный метр, как это делают аналоги со встроенным бачком. Исходя из простой арифметики, можно сделать вывод, что при частоте полоскания более 10 квадратов эффективность влажной уборки у Прайма критически снизится. Частота полоскания у этой модели должна быть максимальной, всегда ставьте 5 квадратов. Независимо от выбранного режима, цикл самоочистки продолжается 2,5 минуты. Но весьма существенно различается расход воды. Уровень шума плюс-минус одинаковый, в основном до 45 дБ, но во время затягивания воды из поддона подскакивает до 60. Качество самоочистки я проверял в глубоком режиме. И вот что получилось. После кофейного теста мопики равномерно бежевые, прилегание к полу хорошее. Станция промыла их основательно, выглядят практически чистыми, но в раковине с моющим средством удалось добиться большего. С соком похожая ситуация. Салфетки рыжие, пятнистые. После самоочистки они стали светлыми, но пятнистость сохраняется. Ручная стирка снова победила, окрашенные махры удалось отмыть. Окантовка мопиков забита грязью. В середине посветлее, но в целом вид ужасненький. Ждем 2,5 минуты и смотрим результат. Салфетки темные, но по сравнению с исходным состоянием небо и земля. Но в раковине из салфеток удалось добыть не только грязную воду, но и застрявшие куски земли. После кетчупа наблюдаем концентрические красные круги. Естественно, с такой задачей станция справилась хуже всего. Мопики розовые. Руками удалось добиться большего, но в защиту Прайма нужно сказать, что с кетчупом нормально не справилась ни одна станция из тех, что были на тестировании. В целом, самоочистка у Dreamy реализована на среднем уровне. После того, как робот привел в порядок свои салфетки, станция обдувает их прохладным воздухом. Уровень шума при этом не превышает 34 дБ. За 2 часа салфетки в моих условиях не высыхают, только за 4. Подведем итоги. Dreamy L10 Prime ничуть не устарел и по-прежнему остается лучшим полоскателем до 40 тысяч.
Современная конструкция с плавающим блоком и резиновым валиком обеспечивает высокое качество уборки даже при мощности ниже среднего. Приложение полностью на русском. Есть все нужные функции. Даже обход кромок добавили. Пылесос на топовом уровне отмывает легкие загрязнения и собирает грязь. Отсутствие встроенного бачка можно компенсировать частотой промывания салфеток. Для док-станции найдется место даже в маленькой квартире. Со своими задачами справляется хорошо. По системе оценки Бестрова Dremy L10 Prime набрал 83 балла и занял второе место среди роботов со станцией полоскания. Подойдет для любой квартиры с гладким полом и тонкими коврами. Спасибо, что досмотрели до конца и поставили лайк под роликом. На этом у меня все. Пока-пока и до новых обзоров.